Аумария, друзья, рад приветствовать вас на своем канале, меня зовут Лайер. Много или во что вы верите в атаке титанов, будь то сюжетные моменты или что-то связанное с персонажами, является правдой. И да, вот давайте без этого, я перечитал все главы атаки титанов 5 раз и все знаю. Это круто, ты молодец. Однако не для этого видео. Данная рубрика под названием «Мифы в аниме» целиком и полностью направлена на обычных зрителей, которые могут не читать мангу, однако понаслышке или просто посмотрев какое-то видео на ютубе, верят в какой-то абсурдный факт. Мифы в атаке титанов, почему Леви не гей, Эйрон не был насилован с историей и многое другое далее видео. Dark Genesis – это динамическая MMORPG в стиле мифов народов мира. Собери отряд из полубогов и спаси мир от разрушения. Огромным плюсом данной игры является то, что она является браузерной, и тебе не нужно ничего качать. Просто перейди по ссылке в описании, пройди быструю регистрацию в пару кликов и все. Приятная графика, удобный интерфейс игры также смогут тебя порадовать. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся в пару кликов и начинай играть. Сразу отвечу на многих интересующий вопрос, будут ли в этом видео спойлеры. Ответ – нет. Все ответы, представленные в этом ролике, будут иметь поверхностный смысл. Также сейчас очень важно, набираем 2000 лайков под этим видео, и я выпускаю вторую часть данной рубрики по аниме «Атака титанов». Ну а если вы хотите увидеть разрушение мифов по другим произведениям, то пишите максимальное количество комментариев с названиями этих тайтлов. Чем больше будет комментариев с названием какого-то аниме, тем намного больше шанс, что я сделаю видео именно по этому произведению. Ну и про подписку не забываем. Для тебя это всего лишь один клик, а для меня 2 дня работы. Ну а ты на канале Лейра, Аумария, друзья. Режим Берсерка, атакующего титана. Да, как бы это странно ни звучало, но подобный миф уже долгие годы красуется на официальном вики по данному аниме. В состоянии Берсерка атакующий титан практически не контролируется здравым смыслом. У него есть лишь одна цель – уничтожить того, кто встал на его пути к свободе. Разум отходит на второй план, зато он резко регенерирует утраченные конечности. В дальнейшем все увечья остаются вплоть до трансформации обратно в человека. Становится намного быстрее и кровожаднее. Честно признаться, изначально я сам в это верил. И даже не раз на начале своего пути использовал эту информацию в своих видео. Однако, вот незадача. Данная способность атакующего титана является фейком, который банально опровергается самим произведением. За все 4 сезона и 139 глав в данном аниме ни разу не была упомянута эта способность, и уж тем более ее название. Да, я понимаю, почему в титанах появился такой термин. Все же режим Берсерка – это состояние, при котором персонаж, ввиду каких-то психологических эффектов, впадает в неконтролируемую ярость. Однако, данный режим был придуман фанатами, а значит это не канон, а то есть выдумка. Тем более, даже если подумать, раз режим Берсерка – это состояние, вызываемое яростью, тогда почему его приписывают только одному атакующему титану? Ведь по факту это должна быть общая способность. Вот вам и ответ. Ими движет исключительно желание пожирать человеческие создания. Следовательно, их цель не питание, но полное и бесповоротное уничтожение людской расы. Титаны едят людей просто так. К сожалению, данное мнение тоже является мифом. Хоть многие и думают, что главной целью титанов в данной вселенной является истребление человеческого рода, что, впрочем, не раз говорится в самом произведении. Однако все далеко не так. Заявление о том, что гиганты предназначены для истребления человечества, всегда было речью героя или героев, проживающих внутри стен. То есть героев, которые не знали всей полноты картины, считающих, что все оставшееся население этого мира заключено в стенах. Надеюсь, вы уловили связь между этим и тем, что говорилось в аниме насчет титанов. Разумеется, людей, знающих правду о данной ситуации по типу верхушки Парадиза, мы не берем во внимание. Но какая же настоящая задача данных тварей? Прямого ответа на этот вопрос мы с вами не знаем, ведь Хадзима Исаяма не любитель открывать тайны данного произведения. Если он и дает какой-то ответ, то делает это очень по-умному и по чуть-чуть. И если следовать из всех нам известных данных, а именно после того, как неразумный титан съест владельца разумного титана, то он обратно вернет свой человеческий облик и получит силу предыдущего. Следовательно, вот и ответ. Титаны не едят людей просто так, с целью убить. Титаны едят людей, находясь в поиске владельца разумного титана, а то есть своего билета к прежней жизни. Мы не знаем, каким образом у них это заложено в голове, однако факт остается фактом, и вы его услышали. Мир атаки титанов – это остаток нашего современного мира. На что могут свидетельствовать многие вещи из фильма по типу технологий, машин и тому подобному. Не хочу долго говорить насчет этой темы, потому что мне банально не хочется вспоминать этот ужас. Ну то есть фильм. Данный аппараж, а то есть фильм, не является каноном относительно манги и аниме, а значит сравнивать два относительно разных произведения просто нету смысла. Да, хоть их и объединяет сюжет, но все же, наличие какой-либо техники или технологий, которые напрочь отсутствовали в первоисточнике, банально не может говорить о том, что эта вселенная является каноном. Не знаю почему, но многая часть фандома, так скажем новички данной вселенной, считает Леви геем. Слушай, а ловко ты это придумал.
Ответьте мне, почему? И я сейчас говорю без преувеличения, это факт. Данное мнение могло быть следствием влияния каких-либо фанфиков, желаний, ну и видосики на ютубе. Да, я именно про то самое видео, о котором вы подумали. Мало того, что оно вело в заблуждение тысячи девочек, так еще и многие посчитали этот вопрос за ответ. Я реально знаю подобные ситуации, в которых люди поверили в этот факт, просто увидев данный заголовок. Однако, как вы могли понять, данное заявление тоже является мифом, и как ни странно, он объясняется ровно так же, как и все предыдущие. За все 4 сезона в данном аниме не было ни одного намека на ориентацию Леви Акермана, а значит, любое мнение по поводу этого вопроса является фейком, а то есть неправдой. Сам автор, сам Хадзима Исаяма не знает, какой ориентации Леви, так что утверждать обратное, а тем более неправду, какой в этом смысл? Ну и раз мы заговорили о Леви, думаю, стоит уделить минутку его званию в данной вселенной. Да, я про то самое слово капрал, которое вертится у всех на языке. Ты мне нахуй не нужен. Отсюда. Я уверен, что об этом знает большинство людей, однако оно до сих пор остается в обиходе фандома, а значит проблема действительно. Леви Акерман является капитаном отряда, а не капралом. Да, соглашусь, второй вариант звучит как-то более приятно, да и на слух воспринимается более круче, чем капитан. Однако факт остается фактом, и Леви не является капралом. Данное выражение появилось в обиходе фандома из-за раннего, очень неправильного или, даже если лучше сказать, корявого перевода. Большинство из нас грешило этим словом поначалу, а кто-то по сей день, но, к сожалению, данным словом мы лишь занижаем звание Леви, да и нарушаем канон. Соглашусь, как по мне, слово капрал звучит более солиднее, чем капитан, но не более. Ну и последнее, вишенка на торте. Эрен Йегер не целовался с Историей Рейс, и уж тем более не был с ней на сеновале. Я могу к полку сброситься! Да, знаю, как это звучит и выглядит, но да, люди в это верят, и я прекрасно понимаю почему. Опять фанфики, опять слащавые видео на ютубе. Да, на ютубе есть видео, хорошо так сделанное видео, признаюсь честно, в котором был обыгран пейринг Эрен и их истории, поцелуй, постельная сцена и все такое. Повторюсь, для человека, который не разбирается во вселенной, эта работа вполне выглядит как канон. Однако, как вы понимаете, ну еще бы, ничего этого никогда не было, ведь данное видео является фейком. Это обычная фан-работа, составленная из кусочков серии Атаки Титанов и других левых аниме. Вот вам и ответ. Если затрагивать события аниме, ни поцелуя, ни уж тем более постельной сцены на сеновале здесь никогда не было. Да и по-моему, они даже и за ручку не держались. Конечно, не считая награждения с тем самым роковым флешбеком Эрона. Данный факт был абсурден изначально, однако многие фанаты аниме, в кавычках, считает это каноном, исходя из того видео. Сколько раз мне писали в комментариях насчет всего этого. Люди верят в подобное, и это действительно не круто. Миф Атаки Титанов – это то, о чем можно говорить еще очень долго. И если так подумать, то под данное обозначение подходит чуть ли не каждое предположение, на которое еще не было дано ответа. Ведь у каждого своя правда и свои знания внутри данной вселенной. В этом видео я постарался дать вам ответы на мифы, которые лежали на поверхности. И если это видео вам сильно понравится и я увижу вашу активность, то думаю, что уже в следующий раз я буду копать намного глубже. Также вы можете прислать мне интересные темы в сообщения в группе ВКонтакте, на что я буду вам очень сильно благодарен. Присылайте мифы, ответы на них, и наверняка вы увидите их в следующем видео. Но я напоминаю вам про 2000 лайков под этим видео, делитесь этим роликом с друзьями, пишите комментарии, ну и само собой подписывайтесь на канал. Каждый ваш клик является мотивацией, ну а вы были на канале Лайера, Ау Мария, друзья.